Собирая рюкзак, я был в предвкушении завтрашнего дня. Я любил ходить в походы. Это пошло еще с детства. Детворой мы собирались и ходили в лес. Рисовали карты и придумывали сказочные сокровища, которые должны отыскать. Я не думал, что меня настолько это увлечет. С тех времен почти ничего не поменялось. Я также люблю походы, только теперь я ищу невыдуманные сокровища. Теперь у меня есть настоящие карты, благодаря которым я могу найти много ценных вещей. Мне с трудом удалось найти эту старинную карту. Я отыскал ее 3 года назад, в заброшенном доме. Он принадлежал зажиточному графу. Найдя карту, я начал изучать информацию, куда она может привести. И вот в одном из учебников я нашел разгадку про то самое сокровище, то, о котором ходят легенды, то, от которого я стану безумно богат. К моему несчастью, все предыдущие походы заканчивались фиаско. Находил только какую-то дешевую ерунду. Мне нужно было больше. Я не собираюсь довольствоваться всякой чушью. В этот нелегкий и долгий путь я собирался не один. В детстве у меня был друг, с которым мы вместе ходили в походы. Так ничего и не поменялось. Наш стиль жизни еще больше объединил нас. Назар хороший парень, но иногда его заносит. Этот человек либо идет напролом, либо верит в какую-то глупость, и на этом его уверенность пропадает. Настал вечер. Я принял ванну и лег отдыхать, ведь нам предстоял долгий и захватывающий путь. Ночь прошла быстро. Я проснулся до того, как зазвонил будильник. Мне показалось, что меня аж трясет от радости. Я уже представлял, как изменится моя жизнь после того, как я найду клад. Собрав все вещи, я оделся и вышел навстречу к Назару. Он уже ждал меня под домом. Выйдя с подъезда, я сразу обратил внимание на состояние и вид Назара. Он ходил то вперед, то назад, был бледноват, и его взгляд говорил о том, что его что-то тревожит. Подойдя к нему, я с насмешкой спросил: «Что, дружище, не можешь до сих пор поверить в успех, который нас ждет? Не переживай ты так. Отыскав сокровища, тебе не придется всю жизнь переживать о деньгах. Заживем мы с тобой». Назар присел на лавочку, посмотрел на меня и сказал: «Вчера вечером я решил более детально изучить историю и место, где спрятаны сокровища. Они спрятаны в пещере, которую охраняет злой дух. Его называют в народе кладовщик. Он не только оберегает сокровища, он еще и препятствует тому, чтобы его нашли. Люди, которые пытались найти этот клад, без вести пропадали, либо же сходили с ума. А название леса говорит само за себя. Ты только вдумайся, Черный лес. Местные не просто его так прозвали. Об этом месте столетиями ходят легенды. Я думаю, нам стоит очень хорошо подумать. Стоит ли это того? Стоит ли нам искать сокровища?» Выслушав Назара, я сначала впал в ступор от услышанной ерунды, а потом сильно рассмеялся. «Ты серьезно? Ты веришь в эту чушь? Назар, зная твою впечатлительность, ты просто себя накрутил. Успокойся, я тебя прошу. Ну какие злые духи? В эти сказки можно было верить, когда мы детворой бегали в лес, но не сейчас. Соберись и настройся на увлекательное, а главное прибыльное приключение». Я дал ему выпить воды, успокоил его, и мы сели в машину. Дорога была долгой, мы должны были сначала добраться до леса. Местные его прозвали Черный лес. Там всегда сыро, много деревьев, которые закрывают своими огромными стволами весь свет, поэтому его и прозвали Черный. А то, что говорил Назар, это полный бред и выдумки полоумных людей. Проехав часа 3 за рулем, я немного устал, в глазах появились мушки. Чтобы как-то отвлечься, я начал периодически смотреть в боковое окно, рассматривая природу. Что это было? Глаза совсем устали, мерещится что-то непонятное. Я потер глаза руками и дальше следил за дорогой. Я резко нажал на тормоза. Выкрутил руль, и нас занесло за обочину. Назар резко подскочил, уставившись на меня перепуганными глазами. «Что случилось?»
Зная впечатлительность Назара и до конца не быв уверенным, что я увидел, я ему соврал. Да ничего, заяц дорогу перебегал, пришлось резко затормозить. По-моему, он мне поверил.